Господа, всем приветик! Настало время поговорить про патч. У нас близится патч, и я хочу вам поведать, что будет, собственно, в этом патче. Информации будет много, поэтому саживайтесь поудобнее, берите чаечек, и мы погнали. Самое первое, что вы должны знать, это у нас, наконец-то, будут персонажи женского пола. Если вы думаете, что якобы у нее будет меньше хитбокс и все будут играть за нее, то вы ошибаетесь. Я уверен, что разработчики хитбокса станут те же самые. Несмотря на то, что девочка может быть визуально меньше, вот они сейчас перед вами. Хитбоксы будут те же самые. Как это работает? Это по технологии ты попадаешь не совсем в голову, а в район уха, но уже засчитывается голова. Также женские стоны вместо мужского, я думаю, разнообразят наше бытия варенье. Также добавят у нас 4 новых пушки. 4 пушки ебушки. Напишите сразу в комментариях, какие вы хотели бы увидеть автоматы в арене Breakout Infinity или вообще оружие. Просто мне любопытно. Добавляют, значит, у нас Вектор, притом 2. Один у нас 9.19 на калибре, кстати, мясном. На данный момент эта пушка довольно-таки слабая, так как обладает максимум 4 уровня патрона. Но я думаю, крысюки, которые любят играть по ногам, стрелять по ногам, возможно, для них это будет новая мета за место P90 или за место MP5. Далее добавят Вектор 45. Вот сейчас вы видите примерно перед вами сборки эти. Сборки выглядят хорошо, модов ставится много. Вот Вектор 45, возможно, будет очень интересный. Я думаю, возможно, даже это будет мет. Все зависит от магазина, все зависит от патрона, какой у нас будет патрон. Пушка в Таркове, например, показывает себя это так себе, но варенье, возможно, заиграет другими красками. Сразу хочу отметить, что все мои слова и все то, что я говорю, это без пруфов, это просто сугубо мое мнение, исходя из этого видео, которое вы сейчас видите перед вами, и исходя из той информации, которую я смог найти в интернете. Это далеко не точно. Поэтому, если вы знаете какую-то информацию по новому патчу, поделитесь для работяг в комментариях, напишите, что вообще будет выходить, возможно, вы что-то знаете. Также добавляют у нас МДР. Вот эта пушка перед вами, желтая, такая же есть в Таркове. Не знаю, мне в Таркове эта пушка не очень нравилась. К сожалению, только на калибре 5.45, насколько я понимаю, без 7.62, потому что также у нее есть натовский друг, который обладает калибром на порядок выше. Вот если вы дали бы вот эту натовскую, то, возможно, она заменила бы, более большой калибр. Возможно, бы она заменила Сашку. Также нас ждет ТОС 5842. Я не знаю, что это за автомат, но я могу подумать и предположить, что это автомат, обладатель калибра 5.45, такой же, который есть в Таркове, только там он называется карабин, который будет прям стрелять по одной пульке. Не знаю, найдет ли эта пушка свое применение. Думаю, вряд ли. Как минимум ее добавят. Итак, добавляют 4 автомата. Это только про те, которые я знаю. Эти автоматы видно в этом видео. Но я думаю, что их может быть и больше. Самое интересное и глобальное в этом патче, это мы увидим с вами расширение карты Арсенал. Теперь Арсенал будет полноценно здоровой, полной картой. Сейчас вы наглядно можете посмотреть, как он выглядит на этом ролике. Что хочу сказать, что Арсенал, в принципе, моя любимая карта, и я любил именно на ней PvP. Я постоянно играл в PvP, учился, тренировался, пытался становиться лучше. Хочу ли я, чтобы расширяли Арсенал? На самом деле нет, так как у нас все карты будут большие. Но в любом случае Арсенал выглядит на порядок меньше, чем та же Долина, поэтому посмотрим, пощупаем. Также на Арсенале будет сирена, такая же, как есть в Таркове на резерве. Вот примерно перед вами сравнение этих двух звуков. Арсенал будет большая карта, где будет много точек интереса. Около 4 моментов, куда мы можем ходить, бродить. Но если вы расстраиваетесь по этому поводу, то я считаю, что выживать теперь на Арсенале будет проще. Почему? Потому что у вас будут более-менее безопасные выходы, и будут у вас разные выходы. Теперь вы не привязаны к одному выходу на Арсенале, который сейчас, или под спуску на лодке, да. Теперь у вас больше маневров, как его залутать, и больше возможностей выйти. Соответственно, фармиться на Арсенале, я уверен, вам будет проще. Также, одно из самых важных
важных обновлений, на мой взгляд, это мега важная штука. Это теперь вы не сможете спрятать свой теплак себе в трусики. Ну, на мой взгляд, я считаю это слишком имбово, и когда челы бегали теплаком, который, на мой взгляд, стоит и так мало денег, как только чувствовали, что они сейчас могут умереть, их могут взорвать, их пушили, они прятали их в трусы, как я не знаю кто. Это привело к тому, что это будут нерфить. Также многие читеры, РМТшеры, которые продают услуги, например, теплак, передают там другим людям на один рейд внутрикат. Соответственно, на этом плане многие злоупотребляют, многие РМТшат, поэтому это занерфит. Также хочется сказать, что разработчик в этом патче внедрит целый ряд борьбы против читеров. Разработчики понимают, что читеры есть в игре и очень сильно стараются полностью искоренить этих читеров с игры. Они делают очень много, и я надеюсь, в следующем патче читеров будет на порядок меньше, чем сейчас. На данный момент я не могу сказать, что читеры мне часто попадаются. Понимаете? Читер арены и читер Таркова — это совсем разные люди. Читер арены в принципе ничего не имеет на читерстве. Он просто бегает и убивает. Или по приколу лутает. Читер Таркова — это человек, который ходит на работу. Просто водит людей по рейдам, выносит людям деньги. Короче, он как на работе. А читер арены — это другая личность. Потому что в арене вы можете просто элементарно купить коины внутри игры. И разработчик пытается закрыть абсолютно все лавочки читерам. Он видит какую-то проблему, я постоянно пишу разработчикам про все проблемы, он сразу присматривается и сразу нерфит. На данный момент я вижу очень хороший способ занерфить читеров. Это, например, сделать желтая сложность, условно, 100 часов игры, красная, там, 200 часов игры. Полноценной игры, чтобы люди не сидели в схроне, у них часы крутились, а чтобы они полноценно выходили рейд, игра видела, что они играют адекватно, они где-то стоят в углу. И когда они наигрывают определенное количество часов, они могут пойти в желтую или в красный. Соответственно, они не смогут играть крутые сложности, останутся только в белом, и это полностью их искоренит, потому что там лута нету, и бегать там смысла нету особо. Поэтому есть такой механизм, я надеюсь, который разработчики или внедрят его, или придумают какие-то новые возможности, более прикольные, более универсальные. Также хочется отметить, что возможно будет локация телецентра. Многие говорят, что она будет, многие, что ее не будет, поэтому здесь у нас комьюнити разделяется. Я думаю, вполне вероятно, может быть и телецентр, просто маленькая ее часть, примерно так было, как было на Арсенале. Условно добавят половину или треть телецентра, какую-то самую опасную комнату, самую масштабную. Все остальное я буду добавлять потом. Но это только мои догадки. Что еще изменили? На мой взгляд, изменили отдачу оружия. То есть вы можете примерно посмотреть на этой сцене. Видно, что как будто МДРка ощущается в руках иначе. Я не знаю точно, так это не так. Просто, когда я стреляю с оружия, как будто оружие немножко ведет себя иначе. Я думаю, что отдача не уменьшит. Я просто думаю, что сделают как будто вес оружия, инерцию оружия, и она будет более ощущаться в игре. Потому что я знаю, многие люди недовольны отдачей в арене. Я считаю вполне себе приемлемой, но очень много людей недовольны. Соответственно, я думаю, ее немножечко переработают, и я надеюсь, в хорошую сторону. Также, если вам интересно, разработчик внедрил этот патч примерно за 3 месяца. Нас ждет в ближайшее время выход арены. Я думаю, в этом году она выйдет или в начале следующего. Я думаю, что она выйдет в декабре. Вот, и разработчик уже, я знаю, собирает на своих платформах примерно статистику. Какую оценку вы дадите в Steam игре Arena Breakout. Если вам не сложно, напишите по 12-бальной системе, насколько вы на данный момент оцениваете арену Breakout, поставьте свою циферку, и если не сложно, напишите почему, что вам не нравится. Я уверен, что разработчик смотрит мои видео, возможно, что-то возьмет на вооружение, и возможно, вы будете участвовать в более улучшенной версии арены. Если что, Таркову понадобится, чтобы сделать такой контент, примерно, который арена сделала за 3 месяца, в районе года. Ну, вы можете сравнить патчи арены и патчи Таркова. Также срок. Вот, на мой взгляд, арена разрабатывает игру на порядок быстрее, в разы быстрее. И самое главное, она делает то, что нужно нам, игрокам, а не просто что-то. Также хочется добавить, что как только выйдет новая информация, новые пруфы касательно патча, я сразу выпущу ролик, поэтому заранее подпишись, чтобы не пропустить данный ролик. Увидимся на стриме. Всем пока.